как будто скрип слышал. Характерный для двемерских механизмов. Охранных. Ух ты. Леди и джентльмены, приветствую, с вами сэр Холмс. Я продолжаю прохождение Morrowind, Tomb Raider Rebuild, и нахожусь я в знаменитых руинах Кемелзе, двемерских развалинах. В одном из его... Я не знаю, как это даже назвать. Но это целый подземный город. Поэтому в одном из его кварталов, наверное, так. Смотрите, какая бездонная пропасть тут. Еще до меня разваленные всякие. Ладно, давайте на потом это оставим. Еще до меня разваленные двемерские механизмы. Так. Мне интересно, это в разные помещения или в одно ведет? Похоже, в одно. Тут тоже наверняка все уже выпотрошено за столетия. Я даже не буду пытаться выговорить эти названия. О, кто-то есть. Давайте пойдем поближе посмотрим. Член экспедиции Флавия, я полагаю. Какое тут интересное синее сияние повсюду. Бретонец Ирвел. Привет. Эй, дружище, приветствую. Ищешь сувениры? Я Ирвин, просто путешественник, турист. Но я тут нашел парочку весьма интересных сувениров. Хочешь купить что-нибудь? Я не торгую советами, а лишь этими амулетами. Смотри на мои товары. Схема скоробеев, кружки, монеты. Понятно. У него всего 5 монет. Я на нем особо тут не наживусь. Так, давайте слева направо. Вот здесь, наверное, завалено, да, все? Окей. Вот интересно, найду ли я обходной путь туда? Или это опять же потенциально еще не исследованные части города? Ау. А, вот этот скриншотик я видел вот этого места на... ну, в месячных отчетах Tomb Raider Rebuild они... Такие, угадайте над переработкой, какого места мы работаем. Какие тут классные коридоры высокие, да? А может и нет этого места. Ну, похоже, в общем, было. Там еще были вентиляторы. Я не знаю, это скриншот был до переработки или после уже. Эх, сейчас еще бы не выбраться отсюда теперь. Какие тут массивные, кстати, ворота были. Окей, теперь правый проход. Надо постараться запомнить, что и как тут. Даже учитывая, что есть карта местности. Да, слушайте, тут все потенциально неисследованные проходы. Здорово.
Учитывая, что есть карта местности, все равно трудно ориентироваться, потому что это все очень многоуровневое. Видишь, ты нашел тут сувениры, да? Какой? Так, осторожнее. Не так быстро, как говорится. Какая непроглядная тьма. Опачки. Ха! Свиток божественного вмешательства. Для тех, у кого нет левитации, да? О, смотрите-ка, свет развеивает. Наверное, куда-то в Хелним тогда телепортирует этот свиток. Самый верхний уровень. Ну, тут, похоже, ничего. Да, уже вечеряет, кстати. Можно задуматься о ночлеге. Пауки, кстати, интересно сделаны. Вот здесь еще есть проход в какое-то помещение. В район даже, скажем. Будем называть это районами. Пойду туда теперь. Вот так, да? Похоже, сюда. Да, сюда. Вот, пауки, значит. Надо как-нибудь повнимательнее рассмотреть одного. О. Кстати, светозоры, по-моему, дольше действуют. Тут заваленный проход. О, сколько центурионов падших, павших. Ну, это выглядит прям футуристично, да? Как будто они в Моровинде, а в какой-нибудь Quake, не знаю, в Doom. Так. Нужно зелье. У меня есть зелье? Нет, нету. Ух ты, база археологов. О. Ну тут уже все серьезно, похоже.
Ладно, наверное, сначала с археологами побеседовать, потом сюда лезть. Ух ты, какая винтовая лестница. Прикольно. Сюда можно? Тоже можно залезть. Is there something I can do for you? Фикус Мэрос. Наверное, так это читается. Фикус. Привет. Меня зовут Фикус Мэрос, и я маг. А также я резидент экспедиции по двемерской, как это сказать, технике здесь, в Кемелзе. Впечатляюще, не правда ли? Кто-то мог бы потратить целую жизнь на изучение этого места. Здесь так много на чего можно посмотреть, так много чего можно изучить. Я по ремеслу своему маг, но здесь, в Кемелзе, я стал местным экспертом по технике двемеров. И меня всегда зовут, когда находят что-то новое. Правда, этого давненько уже не случалось. Самые большие новые находки случились уже где-то десятилетия или 2 назад. Но медленно, наверное, мы делаем успехи. Прогресс идет. Как тут вообще у вас? Если будешь внимательно смотреть по сторонам и кое-какое внимание проявлять, это окупится. Двемеры были хитрым народцем и оставили после себя всякие загадочки, ловушки в их руинах, которые вводят в ступор людей вроде нас. Ну, вероятно, не намеренно, конечно, но с годами то, что изначально было простым дверным механизмом, стало сложным пазлом. Ну, в общем-то, так оно и есть в некоторых частях руин. Некоторые из наиболее сложных образцов двемерской техники, ну и ты ее найдешь в этих руинах. Но потребуются двемерские кэггереры, чтобы запустить, видимо. Я, кстати, ни одного еще не видел. А он... Нет, это, наверное, не кэггерер лежит. Кто-то конкретный. Если ты здесь по делам, человек, который тебе нужен, это Рене Кирас, в общем. Глава экспедиции. И у нее есть офис на 2-м этаже. Спасибо за посвящение. Может, у нее что будет для меня? Поручение какое-нибудь. Вообще было бы удивительно, если никаких квестов тут не найдется. Это цилиндр, не кэггерер. Да, надо быть внимательными, друзья, в двемерских руинах. Двемеры были хитрым народцем. Это точно. Корвус. Корвус, это типа ворон. Корвус, я маг, и я помогаю решать любые проблемы, с которыми общество столкнется в Кемелзе. Я впервые попробовал себя в археологии, когда копался в Валетских руинах в Сиродиле.
И с тех пор меня это очаровало. Ну, как бы то ни было, Кемелзе уже изрядно так прочищен и задокументирован. Но это все еще поразительное место. Я думаю, что самое впечатляющее в этом месте это то, что несмотря на постоянное какое-то раскрытие ну, каких-то новых, да, видимо, элементов, и несмотря на лапы местных и археологов вроде нас, оно все еще сохраняет свой своеобразный великолепный шарм. И оно весьма обширно, видимо, так. Я служу обществу как маг. Вот они меня нанимают, чтобы использовать мои магические знания. И некоторые полезные заклинания. Кто-то конкретный. Ага, то же самое. Ну и можно с ним просто посудачить о том о сём. Про Дридреа, например. Хелним. Второй по величине имперский город в северо-восточной части Моровинда после Firewatch. Совет. По правде говоря, мы в обществе не очень-то заботимся по поводу того, что народ тащит странные двемерские артефакты из руин. Все главные находки, такие как Королевский голем, они уже в имперском городе. И, знаешь ли, никого особо не потревожит, если какая-то маленькая чашечка там пропадет. Или болтик. Или гайка. Наверное, гайка это. Ну, как бы то ни было, все важные находки должны быть задокументированы обществом. Что еще расскажешь? Ну... Мы, в общем-то, неплохо тут справляемся в лагере общества. Это странно, действительно. Ты, наверное, можешь подумать, что торчать здесь вместе все эти годы, ну, это губительно для наших рассудков. Но, не знаю, возможно, это общая цель нас так хорошо сплачивает. Ладно, понял, спасибо. Hail, Argonian. Карса. You need something? Привет. Меня зовут Карса, я эксперт по всем вещам, касающихся двемерских ингредиентов и материалов. Ну, я алхимик, и я знаю парочку вещей по поводу всех этих ингредиентов, которые можно найти в двемерских руинах. Это точно. Совет. Любителю алхимику двемерский металлолом может оказаться опасным ингредиентом для использования. Да, особенно не рекомендуется употреблять его в сыром виде. Но более опытный алхимик может извлечь из него сопротивление, ну, свойства сопротивления разряду, да. И, в общем-то, все. Хорошо. Секрет. Ну, если, конечно, тут еще возможно их найти, эти большие бочки и кеги двемеры использовали часто для хранения драгоценных материалов и сырого стекла, там, бриллиантов, таких изумрудов. То есть, возможно, что они были всего лишь строительными материалами для двемеров, такими как дерево или камень сегодня. Хорошее предположение, кстати, я никогда не задумывался.
Почему они их... Ну, именно такой лут встречается, да, в Двемирских руинах. Там действительно много вот всякого стекла, сырца. Драгоценных камней в кегах у них и в бочках. О, гобелены империи. Ха. Ну что ж, давай попробуем что-нибудь. Так. А, пламя Верон Чунак. Слушайте, интересно, это, наверное, что-то... Так. Переведенная копия путешествий Чунака среди разных колоний двемских. Теории Кагринака. О, всего 2 странички, слушайте. Давайте, давайте. Ну что ж, для человека вроде меня, не прошедшего еще основной сюжет Моровинда, и вы знаете, я все еще боюсь спойлеров, хоть и понимаю примерно, о каком сердце там идет речь, эта книга довольно непонятна. Вот, но... Да, ее ценность, в общем-то, в том, что она дает, знаете, действительно какие-то... Ну, больше вопросов, чем ответов. Ладно. Рене. Приветствую, органианин. Не думаю, что видела тебя здесь раньше. Это штаб-квартира экспедиции Имперского археологического общества, и я глава этой экспедиции. Тебе что-то нужно, или ты просто путешественник? Ну, вообще, да, я думал, нет ли у вас каких-то поручений для меня. Вау, сколько тут всего. Давай опять. Любые реплики просто по порядку, которые могут представлять интерес. Я Рене Кирас. Глава, да, что могу сделать, понятно. Скажи о бретонцах. А мы настоящие маги, рождаемся. Ну, так. Много великих, ага, волшебников из Хайрока. Хайрок. Объединяет в себе множество земель и кланов Великой Бретонии. Бреттани. Великой Бреттани, наверное, так правильнее говорить. Острова Дилес. Билсей. Река Билсей. Там племена. Да? Традиционно. Западный предел. Это, наверное, последнее обновление для The Elder Scrolls Online. The High Isle. Высокий остров, да? Вышло вот про эти вот острова. Какие-то грубые... крепости там, хайлендерские, изолированные долины, поселения долинные. Они там борются за независимость между различными бретонскими кланами. И это такая племенная натура. Никогда не была полностью интегрирована в провинциальную или имперскую идентичность, как бы то ни было. Их язык, бардские традиции, греческие легенды. Это объединяющее общее наследие. Ну да, Бретония это у нас такое что-то, знаете, наиболее европейское, рыцарское. Но они еще и хорошие маги при этом. То есть, ну, действительно, там у них культура уникальная. Интересно было бы когда-нибудь поиграть в свитки, посвященные исключительно Бретонии, да, там The Elder Scrolls 7 High Rock какой-нибудь. Как бы они развили эту всю тему. Так, давай дальше. Вон, я вижу там про Флавия уже что-то. Так. Дагатур. Давай, Даран Флавий. Он сын губернатора Хилнима. Из того, что я слышал, он
хелнимской ветви общества весьма много проблем. И, к счастью, ему хватает проводить какие-то собственные независимые исследования, так называемые верхних уровней. Тут они говорят не верхние уровни, а ранние уровни, ранее исследованные. И, в общем-то, сейчас он у нас под ногами не путается. Ну, я так и думал. Две меры. Буквально глубокие или сокрытые глубоко, или скрытные люди. Знаменитая пропавшая гномья раса, чьи руины и великолепные артефакты разбросаны по всему Тамриэлю. Эльфы используют термин гномы. А, нет, подожди, эльфы используют термин две меры, относящиеся к различным глубоко живущие, там, глубинные, скрытные, там, и имперцы используют просто гномы. В принципе, это когда-то я даже читал. Ну, они путают это с чем-то там гигантскими расами. Ладно, не история, это важные вирусские артефакты. Они ценны, но защищены имперским законом. Ну да, это все нелегально, понятно. Кемелзе, давай. Ну, несмотря на то, что их ценность в отношении возможности что-то забрать отсюда домой свелась к нулю за последние тысячелетия, это место очень ценно само по себе. Просто за то, что здесь мы можем изучить много всего о двемерской культуре и жизненном стиле, жизненном укладе, да? Что тут слышно? Я боюсь, что давненько мы уже не контактировали с хелнимской ветвью общества. Поэтому у меня нет идей, что там происходит снаружи. Мор, наверное, уже распространился по всему Моровинду. А я об этом уже и не знаю. Ну, типа, уже, наверное, месяцы прошли, как Мор распространился по Моровинду, я об этом еще не знаю. А Двемеры действительно строили свои цитадели на века. Это да. Что еще посоветуешь? Если хочешь исследовать двемерские руины, весьма мудрым решением будет взять несколько свитков вмешательства с собой. Или иметь под рукой опытного мага. Иначе, если попадешь в беду, ты можешь застрять там. Хорошо. Я здесь, чтобы раскрыть секреты прошлого агента, не болтать о других. Секретами не делится, ладно.
Я глава экспедиции резидента здесь, в Кемелсе. Как это? Резидентствующей экспедиции, наверное. У нас есть регулярные связи с штабом в Хелниме, общества. Но в остальном мы тут сами по себе. Весьма одинокое это место, но при этом захватывающее. Это моя работа — удостовериться, чтобы как можно больше еще не исследованных чудес были найдены и переданы в имперские руки. Я бы с радостью нашла что-нибудь стоящее, удостоенное чести расположиться на полках знаменитого музея имперского города. А в Обливионе, кстати, его не воссоздали, этот музей, насколько я помню. Ну, или, может быть, разработчики там Rain Rebuild придумали, что он есть. Кто-нибудь, кстати, знает? Буду рад, если в комментариях своими мыслями поделитесь по этому поводу. Музей. Я помню, там только коллекционер аллейских был. Всяких штук. Но он был вот частным таким лицом, коллекционером. Так, ладно, что еще можно спросить? Путь Велота. Ну, а что ты скажешь про путь Велота? Ты ж ученая, да? Обо всем с тобой можно поговорить. Это самая важная дорога и паломничество в Моровинде. Начинается на границе с Сиродилом, рядом с Крагенмаром. Пересекает Тир и Альмастир. Проходит через Альмалексию. Потом следует восточным побережьем до самого Некрома. Я практически это все прошел уже. Ладно, вы знаете, на самом деле даже несколько удивлен, что квестов никаких нет. Но если у нас есть в Хелниме археологическое сообщество, то... Так, подожди, сюда же и сюда можно сходить, получается. То, возможно, чтобы получить квест связанный, если он вообще есть, надо сначала сходить в Хелним. Капитан стражи, привет. Это база имперского археологического сообщества в Кемелсе. Не беспокой сообщество без веской причины. Один из стражников, расположенных здесь, чтобы сохранять, туристы могут смотреть тут по сторонам, но не тревожить членов общества, понятно. Чего слышно? Это все общие слухи, нам не интересно. А, подожди, кто-то конкретный. Тоже на Рене отсылается. Херомас Мерту, местный. Привет. Чему можешь научить? О, школа разрушения, классно. Я вот с радостью поучусь. Кстати, можно тут у них привал организовать, да, наверное, себе. А я проводник вот этой вот экспедиции. Я местный из Морога, и я вырос, бегая туда-сюда по этим руинам. А теперь я здесь работаю на полную ставку, как защитник и проводник. Да, как рожденный в Мороге мер. Эти руины часть у меня, в общем, стали с моего рождения. Трудно представить жизнь без них, как бы то ни было. И точно, после всех этих лет
Я едва ли могу вспомнить, как выглядит Марок. Ха. Безвылазно сидите тут, да? Ребятушки. Я данмерский агент, помогающий сообществу, да? От машин защищаю. Я знаю все уловки, как проникнуть через узкие проходы и туннели. Вот эти все каверны. Ух ты. Множество Двемерской. Чего? Наверное, имеется в виду, что большинство из двемерских механизмов, они слабы по отношению к быстрому выплеску магии холода. Но как бы то ни было, некоторые более продвинутые создания имеют встроенную защиту. Так что будь осторожен. Понял, спасибо. Ну, вообще можно было догадаться, да, даже по руинам Кемелзе, по книге. Я не видел естественного освещения уже, наверное, лет 30. Думаешь, мне иногда следует брать перерывы? Я думаю, да, чувак. Ладно. Greetings, Argonian. What can I do for you? Роланд, приветствую. Смотри, тоже ученый. Ну, неудивительно. Я Роланд, один из ученых здесь, в археологическом сообществе. В команде. О. Окей, давайте. Я просто пробегусь по интересным каким-то репликам, если они вообще есть у него. Ну что ж. Если спросить про слухи, он тоже говорит, что мы тут не очень-то осведомлены по поводу последних слухов, как ты можешь догадаться. По поводу совета он говорит, что не следует тебе углубляться в руины дальше, чем на это место. Ну, разве что ты не уверен в своих способностях. Все до этого места уже хорошо известно на протяжении веков. И сравнительно безопасно, даже очень безопасно. Но того же я не могу сказать про нижние уровни. Но стражники скажут тебе все, что нужно знать. Если спросить его о секретиках, он говорит, что некоторые замки и механизмы в помещениях под нашей базой все еще не поддаются нашим усилиям спустя все это время. А ведь какой-то умелый искатель приключений наверняка смог бы проскочить сюда и расправиться с ними в течение минут. Он косо улыбается. Ненавижу, когда это происходит. Вот, и в общем-то ничего более уникального нет. Да, возможно, я и буду этим искателем приключений. Так, ну давайте будем последовательными. Я хотел побывать вот еще здесь. Я ж тут не был? Не был. Какая тут? Большая заваленная местность. Проход Скоробея. Я где-то уже видел этот проход Скоробея. А в эти бочки, наверное, особо смысла даже нет залазить. Карзанч. Так, ну-ка подожди. Тут еще проход, да, есть? Даже не один.
О, здравствуйте. А сколько, кстати? 12. You seek information, Argonian. You seek information, Вы Argonian. тут не заблудились? Даринит Минвар меня зовут. Нурлит, и я просто... проводим некоторую разведку в этих руинах. У тебя проблемы? Не похоже, что двемеры будут жаловаться, да? Есть что-то в этом месте, что попросту поражает людей вроде меня, которые, знаешь, выросли в маленьких деревушках и даже мечтать не могли о местах вроде этого. А если собираешься исследовать такие большие руины, ну, мой совет иметь с собой какой-нибудь источник света. У меня есть. Секретами я не делюсь, что ты ожидал. Обычный парень, бла-бла-бла, ничего интересного. А ты что расскажешь? Проверяем это место просто. Посмотрим, что можно найти. Просто обычнер. Здесь остановлюсь приключенцем. Ну, я не знаю. А мы с Дренитом будем вместе. Тут безопасности ради. Окей, давайте, удачи, удачи. Я тоже тут на разведке. Ага, вот это вот проход соединяется. Астер. А тут я был, да? Причем это похоже... Да, начало самое. Ага. Так, здорово, здорово. Так, давайте глянем еще вот этот вот Карзанч. Как будто скрип слышал. Характерный для двемерских механизмов. Охранных. Ух ты. И правда. Смотрите-ка, живые двемерские механизмы, так сказать. Ну, хоть какой-то экшон, да, будет? Слушайте, я не помню, встречал ли я ранее таких. Ой-ой. Кого-то прищучил тут уже. Дротики. Ох, щуп грандмастера.
2 мирские поножи, поножи. Все, чем ты успел поживиться, похоже. А тут почему все пусто? О. Сюда изумруд. О. Герер. Какой же ты тяжелый, а? Это может пригодиться, чтобы что-нибудь активировать. Идеально. Как раз молоток ушел на все, чтобы все починить. О, морозная соль. Чудесно. Это, конечно, классные штуки. Секиры всякие. Молоты боевые, но... Мне такое уже не интересно. Чулан. Окей. Одну зону, считайте, я исследовал уже. Если мы идем в Астер, то там... Ну, начальные, как они называют, ранние уровни. Если мы проходим сюда, Карзанч — это, да, такой район города, который вот он весь. Если мы идем в Божечки. Каркурнгт. Каркурнт. То набредаем на базу археологов рано или поздно. Вот сюда. Давайте, наверное, вернусь. Надо там передохнуть и пообучаться. Вот еще какое-то тут помещение. Ну, тут довольно много проходов идет, видимо, к разным, опять же, районам. Вот это тоже, да, наверняка район прямо. Да, Вэлс. А я могу тут спать у вас? Угу, не могу. Так, ладно, надо это перекусить все-таки какой-нибудь вяленой скребятиной, я думаю. И на боковую где-нибудь у них. Тут, тем не менее, можно отдыхать, да. Прям спать. Что гамак они мне не выделят, но... Где там, кстати, скребятина? А тут так увлекательно, что я аж кушать забыл. Кстати. Ну тут я был. Да. Вот. Прикорнуть тут можно, значит, рядышком где-нибудь свернуться на металле. Да? Давай, вот так вот. И, пожалуйста, что там у меня по уровню? А, силу воли я и так уже натренировал. Смысл качать разрушение сейчас нет.
Да, не очень удачно пока складывается в этом плане. Ну, да ладно, друзья, давайте вот на этом опять же закруглимся. Хоть какая-то логическая точка у нас была достигнута. Тут, очередной отсек, так сказать, КМЛЗ исследован. Вот. Вы знаете, несмотря на то, что эти руины будут переделывать, это еще все не очень гарантированно, не очень точно, и непонятно когда, если сделается, так что ладно. Я уж это поизучаю. Потом, когда переделают, вернемся сюда, оценим изменения. Вот, на этом все. Спасибо вам за просмотры, за лайки, подписки, комментарии. С вами был Сэр Холмс, КМЛЗ, Моровинд, Tamriel Rebuild. Пока-пока.